Ракета в кадр не попала. Покажем на обратном пути. Слева высотный дом, называемый в народе Рашпиль или Кукуруза или Терка. Первая монолитная 20-этажка в Самаре, 1988 года постройки. Все тормози, там перекрыто. Ремонт. Хозяин дома, дворянин Алексей Михайлович Паршенский, был щедрым благотворителем. На его средства и средства купцов Шахобаловых построен в Самаре Покровский собор. Сын Алексея Михайловича, Владимир, был известным детским врачом и часто лечил малоимущих бесплатно. Показателен случай спасения 3-летнего мальчика, укушенного бешеной собакой. Средства на поездку для лечения мальчика в Париж к ученому Луи Пастеру собирали всем городом. Врач Владимир Алексеевич Паршенский сопровождал ребенка в поездке за свой счет. Позже Владимир Алексеевич стал организатором первой в Поволжье пастеровской станции вакцинации. В 1919 году дом национализировали, и в нем открылась кухмистерская «Сад Аркадия». Это небольшой ресторан-столовая. В середине 20-х годов здесь находился Самарский уездный отдел Союза строительных рабочих. Этот дом тоже относился к усадьбе Паршенских. Закрыто. Вход со двора.
строительстве этого дома в результате падения доски погибла 13-летняя внучка Андрея Кожевникова. Стройка была остановлена, недострой продан. Этот случай стал основой легенды об остановившихся деревянных часах на другом доме Кожевниковых с нынешним адресом Коммунистическая, 5. В этом доме была гостиница для проезжающих В.Н. Жоголева в Самаре. Для духовных особ и их семейств предлагалась скидка в 20%. Давно я не был в книжном, а не заглянуть ли нам? Здравствуйте. Красиво у вас здесь, уютно, так и хочется книжку купить. В наше время книжные магазины — редкость. Век информационных технологий. А иногда хочется что-то материальное в руках подержать и полистать, и почувствовать запах типографской краски, да, точно сказать. И запах дерева, из которого сделано. Да, именно книжка. Так пахнут книжные с утра, когда я его открываю. Да. Очень приятный аромат. Спасибо, мы пошли дальше снимать старину. До свидания. До свидания. Дом был построен купцами-братьями Матвеевыми, владельцами сети обувных магазинов. Купцу Михаилу Егорову Андрееву дом достался после женитьбы на сестре Матвеевых. На первом этаже находились магазины, на втором – представительства фирм из других городов. Во время голода в Поволжье 1921-1923 годов в здании работал штаб Шведского Красного Креста. Организация ежедневно кормила порядка 120 тысяч человек, а также оказывала медицинскую помощь. Здесь стоит вспомнить шведскую медсестру Карин Линдскук, отдавшую свою жизнь ради спасения детей, больных тифом. Письмо благодарности от родителей спасенных детей по сей день хранится в шведских архивах. Это сгоревшее левое крыло когда-то целого каменно-деревянного дома. А здесь была арка этого дома, над которой возвышался деревянный шатер со шпилем. Кому принадлежал дом, точно неизвестно. Хотя на чердаке нашли надпись «Парикмахерская
Зелихмана. Но инженер-технолог Зелихман Лев Львович был владельцем спичечной фабрики «Волга» и к парикмахерскому делу отношений не имел. Вот оставшаяся часть дома. Дом провизора Степана Карцева еще называют домом с глобусом. Может, это звездный глобус Гиппарха, так как провизор увлекался астрономией. В 1911 году усадьбу Карцева выкупила Самарская епархия. Здание торгового дома построил казанский купец Павел Васильевич Щетинкин для своего самарского филиала товарищества П.В. Щетинкин в Казани по продаже меховых изделий. Изначально дом был двухэтажным, имел угловой эркер с куполом и шпилем. Уже в 30-е годы дом был надстроен еще 3 этажами. Судьба самого Павла Васильевича Щетинкина трагична. Несмотря на всю благотворительность, строительство многочисленных православных храмов и школ, помощь раненым и вдовам в Первую мировую войну, после революции в 1918 году Павел Васильевич был расстрелян в собственном имении. В 1904 году ратнеры купили здесь участок с красильным производством и на его базе стали выпускать синьку для белья. В 1907 году старое здание было перестроено, и в нем открылись биоскоп, кинотеатр «Комета» и гостиница с рестораном. Интересна судьба сына четы ратнеров Георгия. Кроме университета в Санкт-Петербурге, на факультете права он учился еще и в театральной студии. Революция его застала на гастролях в Германии, где он играл под псевдонимом Григорий Ратов. В Россию Георгий не вернулся, а уехал в Америку, где стал востребованным актером и режиссером.
На аллее славы в Голливуде есть и его звезда. Антон Николаевич был младшим, но самым способным предпринимателем в купеческой династии Шахабаловых. Родоначальник семейства Иван Андреевич приучал всех не кичиться богатством. Вот и дом Антона Шахабалова выглядит достаточно скромно для самого богатого в Самаре купца. Как много в арке окон, наверное, их сделали в эпоху коммуналок. Дом для профессоров. В новом доме будет 30 квартир из 3-5 комнат каждая. Предусмотрены все удобства. Писала газета «Волжская коммуна» от 11 сентября 1940 года. И как обещали в начале, покажем ракету. Поехали! Монумент ракеты-носителя «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая» посвящен юбилею полета Юрия Гагарина в космос и ракете Р-7. Открытие монумента состоялось 1 октября 2001 года. Ракета настоящая, не макет. Она была изготовлена в 1984 году Куйбышевским заводом «Прогресс». Фабрика кухни завода имени Масленникова, 1932 год. А ее ведь хотели снести и построить высотку. Но повезло. Теперь здесь филиал Третьяковки.